Здравствуйте! Сегодня у меня появилась прекрасная возможность показать свой способ стирки ниток. Хочу обратить ваше внимание, что это именно стирка ниток, не готового изделия, не старого изделия перед стиркой. Вот вы видите, у меня нитки, и я буду готовить их к стирке. Все очень просто. Берете старый стул, любой, может быть не стул, все, что у вас есть. Я обычно делаю это на стуле. Хорошо закрепляете вашу нить, которую будете стирать, на узел. Не на узел, лучше на бантик. Не знаю, насколько вам видно, чтобы он потом мог развязаться. И начинаете планомерно наматывать нить на стул. Включаете хороший фильм или любимую передачу и начинаете мотать. Сейчас я мотаю нитки ХБ, поэтому их можно натягивать. Им от этого только лучше. Они еще и выровняются после предыдущего изделия. Если вы будете вязать, вернее стирать шерстяные нитки, акриловые, любые другие нитки, которые сатаются, не стоит очень сильно их натягивать. Ниткам от этого будет плохо, они будут портиться. Особенно если учесть, что сейчас качество ниток далеко не самое лучшее, то в общем-то их лучше беречь и не сильно натягивать. Вот такими движениями я делаю тоже довольно быстро, наматываете. В этом случае я сделала небольшие вот такие по объему намотки. Обычно я их делаю больше, но вы просто должны понимать, что чем толще вот этот вот валик намотанный, тем дольше нитки будут сохнуть. Дальше я просто аккуратненько закрепляю ниточку. Не завязываю, закрепляю, чтобы она не выпала. И очень важный этап: по всему периметру накрутки нитью другого цвета я в нескольких местах перетягиваю этот валик. Это крайне важно, чтобы в процессе стирки нитки не запутались. Лучше в 3, 4, 5 местах. Все зависит от толщины нитки, особенно шерстяной. Стирать нитки я буду на режиме либо шерсть, либо хлопок, либо детская стирка. Режим должен быть нежный. Стирайте обычно на том режиме, на котором вы стираете свитера или какие-то ваши нежные блузки, чтобы не сильно выкручивала их. И чтобы недолго стирала. Основная задача все-таки выстирать собравшуюся пыль в нитках и их подровнять. Такой способ очень хорошо выравнивает нить. И потом уже новое вязание у вас будет действительно как из новых нитей. Вот таким образом перетягиваю. Еще раз акцентирую ваше внимание. Очень туго. Минимум в 4 местах, лучше больше. Извиняюсь за видео, хочется показать максимально со всех сторон и все тонкости. После того, как вы хорошо связали, снимаете и можно отправлять в стирку. У меня уже частично нитки перемотаны, и я их буду отправлять в стирку. Вот таких у меня будет несколько валиков. Возможно, здесь вы видите один чуть толще, другой чуть тоньше. Конечно, лучше делать их одинаковой длины, чтобы они потом равномерно высохли. Но я в данном случае, нитки у меня оборванные. Я не хочу их связывать. Уже мотаю столько, сколько было на клубке.
Выглядят намотанные нитки, подготовленные к стирке, тщательно перетянутые в нескольких местах. И теперь они отправятся в стиральную машинку. Выглядят мои постиранные нитки, они мокрые, поверьте на слово. Ни одна бобиночка ниток не рассаталась. Надеюсь, что они быстро высохнут. И потом я их на приборе для перемотки пряжи перемотаю. Как раз их длина, объем этого кольца соответствует удобному расположению спиц на приборе для перемотки пряжи. Можно еще их взять вот так вот руками и немножко потянуть, чтобы они больше выравнивались. Ну и даже после перемотки у них будет совершенно другой вид, чем если бы мы просто распустили в клубки и начали вязать что-то новое. И плюс чистенькие, посвежевшие. Вот так выглядят мои постиранные нитки на приборе для перемотки пряжи. Это несложная штука. Ее можно, наверное, найти сейчас в интернете. Они еще, конечно, не очень ровные. Я сейчас сниму цветную нить, посрезаю. Очень важно делать это именно после того, как вы уже одели на прибор для перемотки пряжи. Подсоединю мою бобину к катушке, на которой я буду мотать. И начну мотать мои замечательные клубочки. Постиранные ниточки уже в клубочках и даже частично в готовом изделии.